Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу, как заработать на фондовом рынке, а точнее, какие способы существуют, чтобы зарабатывать на финансовом рынке. Меня зовут Дамир, вы на канале Финансовая грамотность. Всем привет! Итак, многих, кто хочет вложить свои деньги и получить высокий доход, задаются вопросом, как заработать на фондовом рынке. Фондовый рынок может быть привлекательным вариантом для инвестирования, но необходимо понимать, что он несет определенные риски. Я в этом видео расскажу о 9 основных способах заработка на фондовом рынке. Итак, первый способ – это классическое инвестирование в акции. Инвестирование в акции – это один из самых распространенных способов заработка на фондовом рынке. Акция – это доля владения компанией. Если компания прибыльна, то ее акции растут в цене, и инвестор может продать их дороже, чем купил. Например, давайте рассмотрим компанию Apple. Если бы вы купили акции Apple в 2002 году за $8,5 за штуку, а затем продали их в 2021 году за $121 за штуку, то ваша прибыль составила бы 1317%. Это означает, что за $1000 вы могли бы купить 117 акций Apple в 2002 году, а продав их в 2021 году, вы могли бы получить $14 171. Таким образом, инвестирование в акции может принести как высокую доходность, так и, конечно же, возможные убытки. Об этом важно помнить. Более подробно, кстати, о том, как купить акции, я рассказывал в отдельном ролике. Итак, второй способ заработка на фондовом рынке – это торговля или трейдинг. Торговля на фондовом рынке – это покупка и продажа акций в короткие промежутки времени с целью получения прибыли. Этот способ заработка на фондовом рынке, другими словами, называется интрадей или дневная торговля. Для этого необходимо иметь хорошее понимание рынка и умение быстро принимать решения. Однако торговля на фондовом рынке также может быть рискованной, так как цены на акции могут измениться в любой момент. И если нет опыта, знаний, то можно очень легко уйти в минус. И зарабатывать на фондовом рынке таким способом у вас не получится. Тем более для заработка возможно потребуется специальный софт, либо отдельные настройки в торговом терминале для быстрого осуществления купли или продажи акций. То есть в определенном торговом терминале от брокера вы должным образом должны настроить для себя его таким образом, чтобы можно было за короткий промежуток времени по буквально клику либо по нажатию кнопки на клавиатуре осуществлять либо покупку, либо продажу акций. Лично у меня таким способом зарабатывать не получается, и я его исключил из своего списка заработка. Итак, третий способ заработка на фондовом рынке – это инвестирование в фонды. Фонды – это инвестиционные портфели, которые управляются профессиональными управляющими. Инвесторы могут купить доли в этом фонде, в котором управляющий инвестирует деньги в акции, облигации и другие финансовые инструменты. Инвестирование в фонды может быть хорошим способом заработка на фондовом рынке, так как инвесторы получают доступ к профессиональному управлению инвестициями и диверсификации портфеля. То есть все сложности и возможные проблемы, которые возникают у начинающего трейдера, могут быть исключены путем инвестирования в инвестиционные фонды. Итак, например, давайте рассмотрим S&P 500 индекс фонд. Этот фонд инвестирует в более 500 крупнейших компаний в США. Если бы вы инвестировали $10 000 в этот фонд в 2010 году, то к 2021 году ваша инвестиция выросла бы до $33 500. Это означает, что ваша годовая доходность составляла бы примерно 10,2%. Однако, как и в случае с акциями, инвестирование в фонды также несет риски, особенно если будут наложены какие-либо ограничения на страну, например, России в виде санкций со стороны западных стран. Кстати, о том, как инвестировать в акции, облигации, фонды и так далее, я рассказывал в отдельном ролике, где приводил наглядную инструкцию с примерами по покупке и инвестированию. Советую его посмотреть. Итак, четвертый способ заработка на фондовом рынке – это инвестирование в облигации. Инвестирование в облигации – это способ заработка на фондовом рынке, который отличается от инвестирования в акции. Облигации – это долговые инструменты, которые компании и правительства выпускают для привлечения денежных средств. Наглядным примером выпуска облигаций со стороны правительства служит ОФЗ, то есть облигации федерального займа. Здесь облигационные инвесторы получают процентные выплаты, как правило, это раз в год, и возврат своих денежных средств в конце срока. Например, давайте рассмотрим облигации Apple с купонной ставкой 2,4%.
Если бы вы инвестировали 10 тысяч долларов в эти облигации в 2016 году, то к 2021 году ваша инвестиция выросла бы до 11 700 долларов. Это означает, что ваша годовая доходность составляла бы примерно 3,4%. И это в долларах. Инвестирование в облигации может быть более стабильным способом заработка на фондовом рынке, но доходность может быть ниже, чем у инвестирования в акции. Поэтому здесь идет уравнение риск-доходность. Итак, пятый способ заработка на фондовом рынке – это торговля опционами. Торговля опционами – это способ заработка на фондовом рынке, который может быть более сложным, чем инвестирование в акции или фонды. Опционы – это контракты, которые дают право, но не обязанность купить или продать акции по определенной цене в определенное время. То есть осуществить сделку по цене страйк. Например, если у вас есть опцион на покупку акций Apple по цене 150 долларов и цена акций поднимется до 200 долларов, то вы можете использовать этот опцион, чтобы купить акции по цене 150 долларов и сразу же их продать на рынке за 200 долларов, получив прибыль в размере разницы между ценой страйк и текущей ценой акций. Торговля опционами может быть более рискованной, чем инвестирование в акции или фонды, так как возможные убытки могут быть значительно выше, чем вложенные средства. Однако при правильном подходе торговля опционами может быть выгодной стратегией заработка на фондовом рынке. Итак, шестой способ – это краткосрочная торговля. Краткосрочная торговля на фондовом рынке – это способ заработка на изменении цен акций в течение короткого времени, обычно от нескольких минут до нескольких дней. Этот подход может быть более рискованным, чем инвестирование в долгосрочные инвестиции, но может быть также и более прибыльным. Например, если вы купили акции Microsoft по цене 200 долларов и продали их через несколько дней по цене 220 долларов, то вы получили прибыль в размере 20 долларов за акцию. Однако, если цена акции упадет в течение этого периода, то вы можете потерять деньги. Краткосрочная торговля может быть осуществлена как на фондовом рынке, так и на рынке фьючерсов и опционов. Подход требует от трейдера более быстрой реакции на изменение цен и умения управлять рисками. Этот способ похож на второй способ, отличается лишь временным интервалом. Итак, седьмой способ заработка на фондовом рынке – это дивидендная инвестиция. Дивидендная инвестиция – это способ заработка на фондовом рынке, который заключается в инвестировании в акции компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды своим акционерам. Дивиденды – это доля прибыли компании, которая выплачивается ее акционерам. Например, если вы приобретаете акции Coca-Cola, то вы можете получить дивиденды каждый квартал. Если компания выплачивает дивиденды в размере $0,50 на акцию каждый квартал, то при владении тысячами акциями компании Coca-Cola вы будете получать $500 каждый квартал, то есть $2000 в год. Дивидендная инвестиция может быть хорошим способом заработка на фондовом рынке для инвесторов, которые ищут постоянный доход. Однако следует иметь в виду, что не все компании выплачивают дивиденды, и что выплачиваемые дивиденды могут быть изменены или приостановлены, как, например, с нашими компаниями в период санкций со стороны западных стран. Примером может быть служить, например, компании ВТБ и Сбербанк. То есть Сбербанк пытается как можно быстрее начать выплачивать дивиденды, а ВТБ не торопится. Итак, восьмой способ заработка на фондовом рынке – это торговля на основе новостей. Торговля на основе новостей – это способ заработка на фондовом рынке, который заключается в использовании новостей и событий, которые могут повлиять на цены акций для принятия решений о покупке или продаже акций. Например, если компания выпускает пресс-релиз о запуске нового продукта, то это может повлиять на цену ее акций. Если вы быстро реагируете на эту новость и покупаете акции компании, то вы можете заработать на росте цены акций. Таких примеров полно. Я постараюсь прикрепить в виде картинок, где после определенных новостей акции компании либо растут, либо падают. Торговля на основе новостей требует от трейдера быстрой реакции на новости и умения понимать, как новости могут повлиять на цены акций. Если новичок не особо разбирается в таком способе заработка, то он может неправильно понять ту новость, которая вышла. То есть вместо покупки он продаст и наоборот. Такой подход может быть более рискованным, чем инвестирование в долгосрочные инвестиции, но может быть также и более прибыльным. Примером также может служить публикация отчетностей и других новостей, которые напрямую затрагивают финансовый инструмент, в который вы планируете вложиться. Например, при инвестировании в акции Сбербанка после каких-либо определенных выпуска отчетностей. Итак, девятый способ и последний – это торговля на Форекс. Торговля на Форекс – это способ заработка на финансовых рынках, который заключается в покупке или продаже валют.
Форекс – это международный валютный рынок, на котором трейдеры могут покупать и продавать различные валюты с целью заработка на изменении их курса. Например, если вы покупаете евро по отношению к доллару США, то вы можете заработать, если курс вырастет по отношению к доллару. Если курс евро понизится по отношению к доллару, то вы можете потерять вложенные средства. Торговля на Форекс требует от трейдера знания рынка и понимания финансовых инструментов. Этот подход может быть более рискованным, чем другие способы заработка на фондовом рынке, но может также быть и более прибыльным. Кстати, ссылка на самого популярного брокера приведена в описании к ролику. Итак, заработок на фондовом рынке может быть эффективным способом получения дохода при условии, если вы готовы вложить время и усилия в изучение рынка и финансовых инструментов. Несмотря на то, что некоторые методы могут быть более рискованными, чем другие, вы всегда можете контролировать свои инвестиции, следить за рынком и принимать самостоятельные решения. При выборе способа заработка на фондовом рынке помните, что эти инвестиции могут оказаться долгосрочными. То есть вы планировали на краткий срок, а после непредвиденных ситуаций либо каких-либо других изменений финансового рынка вы можете перейти в долгосрочный вариант инвестирования вынужденно. Также важно иметь план и следовать ему, чтобы достичь своих финансовых целей. Важно также помнить, что фондовый рынок может быть нестабильным и изменчивым, поэтому никогда не следует рисковать деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять. В любом случае, прежде чем начинать торговать на фондовом рынке, важно ознакомиться со всей необходимой информацией, посетить курсы и семинары, изучить статьи и книги по теме, а также получить опыт на демо-счетах. То есть это пробный учебный счет, где вы самостоятельно пробуете либо купить, продать какой-либо финансовый инструмент, ознакомливаетесь со всеми настройками торгового терминала и так далее. Также советую начинать инвестировать с небольшой суммой. Кстати, рекомендую посмотреть видео, в котором я рассказываю про инвестиции с 1000 рублей. Обязательно советую его также посмотреть. При этом важно иметь здравый смысл и не торопиться с принятием решений. Используя эти советы, вы можете начать свой путь к заработку на фондовом рынке и достижению финансовых целей. Но помните, что это не быстрый способ заработка, и успех придет только с терпением, упорством и умением принимать решения на основе анализа и дисциплины. О чем, в принципе, я и записываю ролики. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые выпуски. Итак, всем пока, до новых встреч!